Друзья, здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим, что такое суффиксы существительных и как они правильно пишутся. Суффикс -ик, -ек. Если при склонении гласный исчезает, то пишется -ек. Например, горошек, горошка. То есть мы склоняем слово горошек, и при склонении у нас гласное исчезло, поэтому пишем -ек. Звоночек, звоночка. Замочек, замочка. Ключик, ключика. Мячик, мячика. В слове мячик мы пишем -ик, потому что гласное осталось при склонении. Калачик, калачика. Суффикс -иц, -ец. В существительном мужского рода пишется -ец с исчезающей «е», то есть буквой, которая при склонении выпадает. Владелец, владельца. Гвардеец, гвардейца. В существительном женского рода пишется -иц. Например, кормилица, лестница. В существительном среднего рода пишется -ец, если ударение падает на слог после суффикса. Например, пальтецо, письмецо, ружьецо. Если ударение находится перед суффиксом -иц. Маслице, здоровьице. Суффикс -ичк, -ечк. Ичк пишется в существительных женского рода, образованных от слов с суффиксом -иц. Рукавичка, рукавица. То есть изначально у нас было слово рукавица, и от него было образовано слово рукавичка. Луковичка, луковица. Ечк в остальных случаях. Крышечка, крышка. Времечко, время. Инг, енг. Инг пишется в существительных, образованных от слов женского рода на ин. Горошинка, горошина. Бусинка, бусина. Вмятинка, вмятина. Енг в остальных случаях. Например, песенка, сосенка, лесенка. Оньк, еньк. Оньк пишется после основ на твердой согласной. О твердых согласных мы говорили в предыдущих уроках. Рекомендую вам посмотреть. Например, полосонька, полоса, березонька, береза, лисонька, лиса. Еньк пишется после мягких согласных, шипящих гласных. Доченька, дочь, Петенька, Петя, душенька, душа. Также необходимо запомнить следующие слова. Заинька, паинька, баиньки. Суффикс чик, щик. Чик пишется после согласных д, т, з, с, ж. Например, переводчик, переплетчик, разносчик. Щик пишется после других согласных, и в некоторых словах с иноязычными корнями после т пишется щик, если ему предшествуют две согласные. Например, каменщик, банщик, фонарщик, асфальтщик, бриллиантщик, флейтчик. Перед щик пишется мягкий знак только после л. Например, в слове кровельщик. Суффикс ния, нье разделяются по смысловому значению. Ния – процесс, действие, обычно в книжной речи используется. Варенье, соление, печенье, жалование, правописание, взыскание, исцеление, приобретение. Слова на «ие», то это слова действия, то есть варенье – это имеется в виду, что мы варим, соление – то, что мы солим, печенье – то, что мы печем, жалование – то, что мы жалуемся, правописание – то, что мы правильно пишем, ну и так далее. А «нье» – это результат процесса, ну или действия. Он, как правило, применяется в разговорном стиле. Например, варенье, соленье, печенье, жалование, беганье, кваканье, хихиканье, воркованье. То есть, если в первом случае у нас было варенье как действие, когда мы варили, то во втором случае варенье уже имеется в виду как продукт, который мы получили после того, как сварили, допустим, фрукты там, либо ягоды. И получилось у нас варенье.
То же самое и соление. То есть мы сначала солили, у нас было действие, процесс, а потом уже получили готовый продукт – соление. Также с печеньем, с жалованием и так далее. Суффикс «ник», «щик», «ик», «ин», «ишк», «изн. Эти суффиксы всегда с буквой «и». Например, журналистика, путник, справочник, атомщик, дрессировщик, флористика, баранина, тишина, платьишко, кривизна. Ость, от, ович, отн, овн пишутся всегда с буквой О. Например, болтовня, красота, Иванович, домовитость, смелость, болтовня, беготня, слепота. Ед, есть, еств всегда пишутся с буквой Е. Например, в таких словах как нищета, мошенничество, плавучесть. И суффикс «арь» всегда пишется с буквой А. Например, в таких словах как пекарь, библиотекарь, бунтарь, токарь, словарь. Для закрепления знаний рекомендую выполнить небольшое задание. Необходимо образовать имена существительные с суффиксами. С суффиксами «ечк», «ичк», таких слов как Ваня, книга, луковица, пуговица, душа, сито, брошь, Тоня, лестница, умница, блюдо и так далее. То есть, например, к слову «Ваня» подобрать правильный суффикс «Ванечка», книга, книжечка. Далее, правильно образовать имена существительные с суффиксами «ец», «иц». Таких слов как доход, каша, книга, кожа, лужа, рассказ, сюжет, характер, гололед, мороз. То есть, например, доходец, кашица, книжица и так далее. Следующее. Необходимо образовать имена существительные с суффиксами «ец», «иц», «ц». Таких слов как копьецо, таких слов как копье, кресло, масло, письмо, растение, селение, строение, счастье, белье, здоровье, имение. Следующее задание – это образовать имена существительные с суффиксами «ек», «ик», «чик». Таких слов как внук, горох, диван, абажур, совок, стул, стол, стакан, рукав, рожок, барабан, порог, поясок, апельсин, поясок, пирог, палец, помидор, пряник, ножик, ларек, кирпич, карман, карандаш, конец. И последнее задание – образовать имена существительные с суффиксами «енг», «еньк», «инг», «оньк», «к». С такими словами как басня, Валя, соломина, мама, Вася, береза, диковина, душа, горошина, волосы, бусина, яблоня, башня, скважина. Обязательно в комментариях напишите свои результаты. Спасибо за внимание и до новых встреч!